Предлагаю вашему вниманию укороченные пинетки-ботиночки с рельефным верхом, с красивой вышивкой. Вот как выглядит спереди, вот как выглядит сбоку. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вам пинетки-ботиночки укороченные. Вот посмотрите, как выглядит спереди. Сразу замерю. 11 сантиметров по подошве. Длина подошвы. Пяточка 4. Пальчики 5. Глубина мыса 3,3, где-то 3,4. Ширина 4,9, 4,8. Высота бортика до платформы 2 сантиметра. И самая верхняя точка, они должны быть одинаковые по высоте, что с этой стороны, что с задней части. И вместе с платформой 5 сантиметров. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинетку. Основное вязание будет состоять из пряжи фисташкового цвета, очень хороший нежный цвет, успокаивающий цвет. В 50 граммах 167 метров, 100% хлопок. Прошло какую-то обработку мерцеризиат. Пряжа хорошая, хорошего качества, хорошей накрутки. Для украшения вновь остатки мулине коричневого цвета и желтого цвета. Для вышивки потребуется очень мало, прям совсем мало. Вот примерно вот такие клубочки. 2 маркера. Крючок номер 2. Этим крючком я буду вязать полностью все изделие. Фетровая стелечка. Фетр мягкий и толщина его 2 миллиметра. Крючок меньшего размера. Я использую постоянно крючок меньшего размера для того, чтобы облегчить себе некоторые детали и этапы работы, когда петли очень тонкие и требуется немножко усилий. Обыкновенным крючком, крючком номер 2, я использую крючок меньшего размера. Ножницы. Игла для вышивки. Иглу вы можете взять любую, но я использую иглу для вязаных изделий, так как игла не острая и она не зацепляет другие нитки, другую пряжу, поэтому без напряжения можно вышивать. Для изготовления этой модели мне понадобится на каждую сторону по 3 люверса. Это значит на одну пинетку 6 люверсов, а на изделие 12. Люверсы я беру качественные, я покупаю их онлайн на Amazon, на eBay, где попадется, но всегда выбираю качественные люверсы, чтобы они при стирке не заржавели. Еще один важный момент. Очень сложно угадать при покупке люверсов, какого они качества, какой металл, твердый или мягкий. Поэтому я стараюсь купить люверсы вот с такими насечками. У них на самом верху насечечки. И при придавливании щипцами люверсы расходятся в разные стороны. Я имею в виду верхняя часть люверса металлическая. Если таких люверсов нету, я предлагаю связать без люверсов. Люверсы в данной ситуации на такой маленький размер — это как украшение. Смотрится как настоящая обувь, но если нет качественных люверсов, лучше связать без люверсов. И для установки люверсов, они на 4 миллиметра, мне понадобятся специальные щипцы вот именно на этот размер. Есть универсальные щипцы, у меня вот как раз щипцы под этот размер. Начинаю свое изделие с вязания подошвы. Подошва у меня уже связана, и не одна, 2 штуки. На каждое изделие мне понадобится 2 подошвы и прослоечка. На моем канале есть много видео по вязанию такой подошвы. Я начинаю с 17 воздушных петель. По окончании работы 72 петли. Обратите внимание, начинаю вязать подошву не с пятки, не с середины пятки, а сбоку. Значит, соответственно, подошва не симметричная. Подошва трехслойная. Будет она состоять как слоеный пирожок, очень теплая, так как состоит из 3 рядов, очень эластичная, поэтому ребеночку будет комфортно и тепло в
таких ботиночках. Так как у меня две одинаковые подошвы по цвету, поэтому нет разницы, с которой я подошвы начну вязать. Я убираю одну подошву и прослоечку в сторону и приступаю к вязанию мини-бортика. Хочу вам обратить внимание из моего опыта. Если вы начинаете вязать изделия, я советую вам связать сразу все подошвы. Если вы не хотите вязать двухслойную подошву, а только один слой подошвы, все равно я предлагаю вам связать сразу все подошвы. Так вы будете чувствовать натяжение нитей, и у вас подошвы по размеру и по ширине будут одинаковые. Теперь к нулевому ряду. Нулевой ряд я сначала выкладываю на лицевую сторону. Располагаю крючок параллельно вот этой воздушной косичке, с которой я начинала подошву. Ищу условную середину на пятке, я буду вязать это с пятки, вкалываю крючок и разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны у меня остался остаток пряжи, хорошо видно, ну и по структуре видно. В рядом стоящую петлю вкалываю крючок и получается уголок. Беру нить и провязываю вместе, закрепляю. Теперь вторая петля становится первой, и это будет постоянно повторяться. Рядом стоящую петлю вкалываю крючок, столбик без накида. Вторая петля становится первой, в рядом стоящую петлю вкалываю крючок, провязываю столбиком без накида. И так далее до конца ряда. Вторая петля становится первой, в рядом стоящую петлю, уголок, столбик без накида. Получается маленький, очень маленький ряд, поэтому я его не считаю за ряд. Ставлю изделие, свою подошву, на ребро. Вот здесь вот открытые петли. Вот они. За эти петли я буду привязывать вторую подошву с прослоечкой. Поворачиваю на лицевую сторону. Вот тут тоже открытые петли. Эти открытые петли я буду использовать для вязания уже основного бортика. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала мини-бортик, мне осталось только соединить его, и я приступаю к вязанию основного бортика. Мой основной бортик будет состоять из 6 рядов, 5 рядов без изменения, и в шестом заключительном ряду я буду убавлять 4 петли. Я соединила мини-бортик, закрепляю, и из этой же петли вывязываю петлю. Буду я вязать столбиками без накида. Я провяжу 5 рядов бортика в высоту и покажу вам последний заключительный шестой ряд. Я провязала бортик из 5 рядов и приступила к вязанию шестого заключительного ряда. В работе появились маркеры. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Как я это сделала, разметила? Обыкновенным классическим способом складываю подошву по началу вязания по воздушным петлям по косичке и распределяю с каждой стороны по 10 петель. Начала шестой ряд, так как он до маркеров вяжется без изменения, столбиками без накида. Мне осталась последняя петля. Снимаю маркер, петлю под маркером провязываю столбиком без накида и со следующей петли начинаю убавлять. Раскалываю петлю на две части, на две половинки. Забираю переднюю часть один раз и со второй петли второй раз. Вот таким образом. Мне должно в данный момент быть 3 петли. Провязываю вместе 2 петли, столбик без накида. Промежутки между убавлениями будут составлять 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Раскалываю петлю, забираю первую полупетлю и вторую полупетлю. Провязываю вместе столбик без накида. 2 петли уже убавила. У меня осталось еще половинку, еще 2 раза до маркеров. После маркеров вязание без изменения столбиками без накида, и бортик будет готов. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы.
Я связала бортик. За счет убавления 4 петель в передней части на мысе появился приятный мягкий скос. Вот он, видите, угол видно, уголочек. В изделии тоже очень хорошо видно. И вновь в работе маркеры. Маркерами я отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Это открытые 32 петли. 32 петли это на вывязывание мыса, который я начну вязать с 8 петель и прибавлять до 12, и плюс продвижение до маркеров. 32 минус 8 будет 24. 24 петли это петли на 2 части с двух сторон. 24 поделить на 2 будет 12. С 13 петли я начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. С 13 петли за полную петлю. Закрепляю. И из этой же петли вывязываю вновь петлю. Одновременно буду ввязывать остатки пряжи вязания. 1, 2, 7 и последняя 8 петля. Вот это у меня начало вывязывания мыса. И чтобы быть уверенной, что я не ошиблась в моих подсчетах, я проверю с другой стороны петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично. Следующие 2 петли соединительные петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй. 1, 2, 8 и новая образовавшаяся петля, 9-я петля. С другой стороны крючок завожу с лицевой стороны, вкалываю, подбираю нить. Провязываю соединительной петлей. Вторая петля точно так же. Вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. С лицевой стороны хорошо видно первая петля и вторая. Так как я прибавляю петли для мыса, мне их нужно 12, я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9 и новая 10-я петля, которую мы сформировали. У меня уже на мысе сформировалось 10 петель. Я планирую 12. Таким же способом я прибавлю 2 петли и покажу вам следующий этап работы. Количество петель, а у меня их 12 для мыса сформировано. И теперь я больше прибавлять на мыс не буду. Я буду продвигаться до маркеров. Принцип тот же самый. 2 соединительные петли. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю, пропускаю вторую петлю и начинаю вязать с 3-й петли. 1, 2, 10, 11 и 12. Последняя петля. С другой стороны точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. С лицевой стороны хорошо видно петли. Первая, вторая. Пропускаю с 3-й, начинаю вязать. Один, 2, 10, 11 и 12. По-прежнему 12 петель. Следующие 2 ряда провязываются таким же способом. Я провяжу это самостоятельно до предпоследних 4 петель. С этой стороны и с другой. И покажу вам, как я провязываю предпоследние 4 петли до маркера. Ну вот потихоньку появляется наш мысик, уже оформляется. Видно уже красивый мягкий скос. И с двух сторон остались 4 открытые петли, они вяжутся немножко по-другому. Я буду провязывать не за полную петлю, как это я делала предыдущие ряды, а
раскалывать петлю и забирать только заднюю стенку, за заднюю стенку петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Все точно так же. Первые 2 петли пропускаю и начинаю вязать с 3 петли, не прибавляя на мысе. Я хочу также оставить 12 петель. Перехожу на другую сторону и точно так же вкалываю крючок за переднюю часть, получается за внутреннюю часть. Подбираю петлю, первая соединительная петля и вторая соединительная петля. У меня с двух сторон получаются открытые полупетли. Мне эти полупетли нужны будут для вывязывания задней части пинетки. Я провяжу 2 последующих ряда таким же способом и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, мыс готов. Ни одной петли до маркеров у меня не осталось. Начинаю вывязывать язычок. Язычок я планирую сделать немного шире, на 2 петли. Это значит, я провяжу из первой петли 2 раза. И из последней петли провяжу 2 раза, чтобы у меня для язычка стало 14 петель. Так как это ботиночек, язычок я продолжаю вязать после мыса. И у меня должно составить от начала вывязывания мыса 22 ряда. Если считать парами лицевую и изнаночную, то это будет 11 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уже связано и осталось еще 5. Язычок прямой, поэтому сложностей никаких не возникнет туда и обратно вязать. И после вывязывания 22 ряда я его обвязываю с 2 сторон, чтобы он был со всех сторон ровненький. Вот так. Я не думаю, что это будет сложно, поэтому я эту работу сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Переднюю часть пинетки сделала. Язычок оформила, прямой обвязала, красиво смотрится. Теперь приступаю к задней части пинетки. Заворачиваю язычок, чтобы он мне не мешал. И приступаю к задней части пинетки. Для этого мне нужно провязать 4 ряда в высоту. Для этого я буду использовать 4 половинки с 2 сторон. Те половинки петель, которые я оставила. Первую пока пропускаю и начинаю со второй полупетли. Закрепляю и из этой же полупетли вывязываю вновь петлю. Одновременно ввязываю остатки пряжи вязания. Это вторая полупетля и вот третья. Вот она, как правило, очень такая затянутая, и мне, вот лично мне, моим крючком тяжело подхватить ее. Зато я использую крючок меньшего размера. Возвращаю на место старый и перехожу уже на полноценные петли, на полные, так сказать, не половинки, а полные. Обратите внимание, уже образовывается запах, он будет еще больше, так как у нас первая петля еще не в работе. Я провяжу этот ряд до конца, захвачу с этой стороны также 3 полупетли и покажу вам следующий этап работы. Я провязала первый ряд, петля подъема, соответственно провязала все полупетли, кроме первой, как и с этой стороны. Разворачиваю вязание и буду пропускать в каждом втором или четном ряду с каждой стороны по одной петле. Это значит, в каждом четном ряду 2 петли. С другой стороны пропускаю предпоследнюю петлю и последнюю провязываю. Тем самым я убавлю с другой стороны также петлю. Мне нужно провязать, не считая вот этот начатый ряд, еще 3 ряда. Я вам покажу следующий этап работы. Провязала 4 ряда в высоту. В каждом изнаночном ряду убавила по одной петли с каждой стороны. Это значит, все вместе вот за 4 ряда я убавила 4 петли. 2 с одной стороны и 2 с другой стороны. Теперь приступаю к вывязыванию вот этой трапеции с 2 сторон. Трапеция у меня состоит из 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Петля подъема. Разворачиваю вязание и с изнаночной стороны, с каждой стороны, вот
с этой стороны и с этой стороны буду убавлять петли. Пропускаю одну петлю. 1, 2, 3, 4. Пропускаю петлю. 5. 5 петель. Петля подъема. Лицевая сторона. Так как у меня это часть как раз, где будут формироваться шнурки, и у меня через ряд идет убавление, то в лицевом ряду у меня петлю буду провязывать. 1, 2, 3. Петлю пропускаю и последнюю петлю провязываю. 4. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, и у меня остается 4 петли. Петлю пропускаю, петлю провязываю, петлю пропускаю, петлю провязываю. И у меня остается последние 2 петли. Чтобы не была острая трапеция, я ее оставлю, чтобы осталось 2 последние петли. Закрепляю и отрезаю нить. Вот такая трапеция у меня получилась. Теперь разворачиваю с другой стороны. Мне нужна симметрия, поэтому я отсчитываю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закрепляю. И из этой же петли вывязываю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Петля подъема. Я также сформировала 7 петель. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Петлю пропускаю. Следующая петля. 1, 2, 3, 4. Петлю пропускаю и провязываю 5-ю петлю. Петля подъема. Разворачиваю вязание. Это лицевая сторона. Вот этот край по лицевой стороне я не делаю убавлений, но с другой стороны трапеции я делаю убавления. Получается, с другой стороны трапеции, вот с этой стороны, я в каждом ряду делаю убавления. А значит, я буду убавлять, первую петлю пропускаю. 1, 2, 3 и 4. Петля подъема. Разворачиваю вязание. И в изнаночном ряду я с каждой стороны убавляю по одной петле. Петлю пропускаю. 1. Петлю пропускаю. 2. Закрепляю. Отрезаю нить. Сформировала я с двух сторон трапеции. Теперь проверяю, симметричны ли они. Да, конечно. Одинаковый подъем, а поэтому связано правильно. Две трапеции связаны. Теперь буду формировать заднюю часть трапеции. Буду я начинать с 7 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот с этой. Из этой же петли вывязываю вновь петлю. И мне нужно провязать, не забирая 6 петель. Провязала заднюю часть пинетки, сформировала заднюю часть пинетки таким образом, чтобы она была на середине. Здесь 6 петель и здесь 6 петель. Петля подъема. Разворачиваю вязание, пропускаю петлю. Дохожу до края ряда, пропускаю петлю и провязываю последнюю петлю. Разворачиваю вязание, пропускаю петлю и провязываю вторую петлю. Это значит, что в каждом ряду я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Это значит, в каждом ряду 2 петли. Петлю пропускаю,
последнюю петлю провязываю. Разворачиваю вязание, петлю пропускаю, провязываю вязание, петлю пропускаю и последняя петля. Вот я сформировала 3 трапеции, одна равнобедренная, так как у нее с двух сторон одинаковое убавление петель. Боковинок немножко нестандартная. С одной стороны у меня через каждый ряд я убавляла, а с другой стороны, с другого бедра я убавляла в каждом ряду по одной петле. Сформировала 3 трапеции. Вершины не острые. В боковинках в трапециях осталось наверху по 2 петли. А вот задняя часть у меня осталось 5. 5 оставшихся петелек начинала с 11 и вот закончила 5. Теперь я обвяжу полностью заднюю часть пинетки для того, чтобы сделать ровные края вот боковинок, потому что это будет уже последний ряд для того, чтобы сформировать дырочки для шнурков. И если не вставлять люверсы, то вот будут вот такие неровные, некрасивые края. Теперь в работу вступает самая последняя полупетля. Я обвяжу заднюю часть пинетки столбиками без накида. Предварительно я постаралась спрятать и провести немножко дальше остатки пряжи, чтобы они вязались уже в вязании, только отрезать остаток пряжи. Выхожу на вершину. Так как это первая петля вот с этой стороны, а вторая петля потихонечку спрячется вот в эту трапецию, я из этой петли провяжу 2 раза. Вот так. И теперь опускаюсь вниз. Вот так. Теперь посчитаю количество петель, которое у меня будет сформировано для вывязывания дырочек для шнурков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Вот, считая самой верхней петли на трапеции, вершины трапеции. 9 петель. Я провяжу полностью этот ряд до конца, и мы встретимся по окончании этого ряда. С другой стороны также сформировала 9 петель, оставила вытянутую петельку, нить остается с лицевой стороны и вязание разворачиваю на изнаночную сторону. Последующие ряды я буду чередовать также лицевой и изнаночный, чтобы не испортить рисунок. Вот эти рубчики, чтобы они были одинаковые. Так как мы уже использовали эту половинку петли, у нас с другой стороны осталась тоже половинка петли. Вот я ее теперь буду использовать. Петельку, которую я оставила, затягиваю, провязываю вместе. Без петли подъема, без ничего, начинаю формировать дырочки для шнурков. Первые 2 петли будут столбики без накида. 2 воздушные петли, это будет дырочка для шнурка. Петлю пропускаю. Промежутки между петельками 2 столбика без накида. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, промежутки между петель, и я выхожу на вершину. 3, петлю пропускаю, и вот она 3 петелька. С изнаночной стороны полностью все мое изделие. Вот что у меня получается. Так как я предварительно сделала ровные края, обвязала изделие, то соответственно при натяжении будет с другой стороны ровный край. Будет эстетически очень красиво, как в магазине. Я провяжу это самостоятельно, и мы встретимся в конце вот этого ряда. С другой стороны также сформировала петельки для шнурков и не забыла, что последние 2 петли у меня были столбиками без накида. Такой же интервал, как и между петельками. Закладываю нить с изнаночной стороны, теперь перехожу на лицевую сторону. Петелек у меня больше нету, но я буду использовать вот эту первую полупетлю. Подхватываю вытянутую петлю, провязываю вместе без петли подъема. Начинаю обвязывать свое изделие. Укреплять петли, соответственно. 2 первые петли столбик без накида, арочку воздушных петель 2 столбика без накида, промежутки между петлями 2 столбика без накида и так далее.
Последняя третья петля. Я вышла на вершину. Также обвязываю заднюю часть пинетки. И укреплю с другой стороны также петельки. Посмотрите, что получилось. Петли уже укрепленные. С одной стороны ровный край, со всех сторон ровный край. Но это еще не все, так как будет еще последний заключительный ряд, который будет еще больше укреплять петельки и заднюю часть пинетки. Я провяжу это самостоятельно, и мы встретимся в конце этого ряда. Провязала полностью этот ряд до конца. С другой стороны также укрепила петельки для шнурков. Оставила вновь петлю. И теперь с другой стороны нить заворачиваю на лицевую сторону, и теперь с другой стороны буду повторно использовать мою последнюю полупетлю. Подхватываю петельку и провязываю вместе без петли подъема. Начинаю укреплять кант пинетки. Это очень важно, чтобы пинетка в процессе носки или термической обработки не растянулись края, и ножка малыша не будет выскакивать из ботиночка. Делаю это я соединительными петлями, не очень свободные, но и не очень затянутые, чтобы изделие не превратилось в бочечку. Обратите внимание, что происходит. За счет соединительного ряда увеличивается толщина канта, соответственно, петля растянется на ту длину, которую вы сформируете, и петли для шнурков уже ни в каком случае не порвутся, даже если не ставить в них люверсы. С другой стороны, с лицевой стороны, появляются вот такие линии симпатичные. Но так как это пряжа одного цвета, их хорошо не видно. Все равно, если обратить внимание вот на непровязанный край еще, конечно, это заметно, потому что вот эта линия, вот эта полоска последних петель, она как бы разворачивается. Это один из важных этапов, потому что при стирке, при носке изделие растягивается и ботиночки становятся очень широкими голенища. Я провяжу этот ряд до конца, отрежу нить, и верхняя часть пинетки или задняя часть пинетки будет готова. И покажу вам следующий этап работы. Ну что, изделие готово. Перед тем, как выполнять другие виды работы, я всегда выворачиваю изделие на изнаночную сторону и отрезаю все остатки пряжи. Так как в данный момент было много их, было 3 трапеции, от шнурка, от язычка осталось. Поэтому обязательно проверяю, чтобы было внутри все чистенько, и тогда приступаю к другой работе. Очередной вид работы – это вывязывание шнурка. На моем канале есть видео по вывязыванию двух видов шнурков. Это полого и плоского шнурка. Если вы сформируете большие дырочки для шнурков, плоский шнурок тоже будет очень красиво смотреться. Я связала полый шнурок, он тоже у меня есть на моем канале. Сейчас его замерю, 50 сантиметров. И еще одно видео на моем канале, как установить люверсы, поэтому я сделаю самостоятельно. Шнурок у меня уже связан, поэтому я установлю самостоятельно люверсы и покажу вам следующий этап работы. Люверсы установила. Теперь приступаю к украшению моей пинеточки вот такими полосочками. Сначала буду шить крестом темно-коричневой пряжей, а потом уже желтой делать полоски. Делается это очень просто. Вязание предназначено для вышивки, потому что здесь очень хорошо видны расстояния дырочки. Поэтому сложностей вообще никаких нету. Единственное, что нужно обязательно обратить внимание, когда вы будете вязать вторую пинетку, на каком расстоянии, чтобы оно было одинаковое. Все остальное очень просто делается. Вот, видите, так как у меня мулине очень тонкая, то я стараюсь, чтобы все ниточки равномерно легли, чтобы не было, ну так сказать, пузырей или неравномерно распределенная пряжа. Очень просто это делается. Вышивка крестом несложная, поэтому у кого есть желание. Делаю я через расстояние, через интервал. Одну дырочку пропускаю, в другую дырочку вкалываю иглу. Мне нужно прошить крестиками нижний край и украсить верхний край. Я прошью это самостоятельно и покажу, как я украшаю желтой ниткой. Желтыми мулине. Вышила крестом темно-коричневым цветом. Посмотрите, какая разница. Смотрится немного темновато, поэтому так и просится более светлый цвет. И желтый великолепно сочетается и с темно-коричневым цветом, и с оливковым цветом. Приступаю к полоскам желтого цвета. Также мулине в задней части
Вот так, вверх и низ. А вы можете сами регулировать или сначала вверх связать, сшить и потом низ. Вот так. Вот посмотрите, как красиво получается. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам последний заключительный этап работы. Это привязывание подошвы и установление вовнутрь фетровой стелечки. Вышила. Красиво очень получилось. Мне нравится. Великолепное сочетание. Освежает. Очень здорово. И теперь остался последний заключительный этап работы. Это присоединить подошву и вставить вовнутрь фетровую стелечку. Крючком меньшего размера ищу вот эту точку. Вот она. Вот на этой подошве она здесь. А так как они одинаковые, на этой подошве она здесь. Прикладываю. Снутри ищу эту точку и на другой подошве точно так же. Теперь аккуратно придерживаю пальцем, вынимаю крючок и моим основным крючком вкалываю крючок в 2 петли моей внутренней подошвы и внешней подошвы. Если у вас какая-то неуверенность, вы можете маркерами наметить. Вот, например, вот так, чтобы изделие у вас подошва внешняя не прыгала в разные стороны. Вот так. Буду я делать соединительными петлями с внешней стороны. Это получается не со стороны подошвы, а со стороны изделия. Соединительные петли буду провязывать очень свободно. Постараюсь, естественно, захватить только 2 полных петли 2 подошв и полную нить, не расслаивая ее, не разъединяя. Пока я обвязываю только 2 подошвы, так как у меня стелька, не очень жесткая, но тем не менее ее можно вставить вовнутрь без особых проблем. Поэтому я провяжу после закругления и потом уже покажу, как я буду вставлять ее. Теперь образовалась платформа или широкий кант. Он увеличился не только за счет 2 подошв, но и за счет соединительного ряда. Он тоже дает объем, дает величину. Смотрится очень хорошо. Этот кант увеличится еще, или платформа еще станет толще за счет стельки, которая будет находиться внутри. Здесь еще пока мягкая, а тут уже жесткая. Я провяжу после закругления, после закругления, и покажу, как я вставляю стельку фетровую и провязываю вместе с ней. Провязала после закругления и оставила расстояние для того, чтобы вставить фетровую стельку. Фетр бывает разный, поэтому вы должны самостоятельно определиться, на каком расстоянии, как вам удобно. Я делаю так, чтобы расстояние оставляю больше, для того, чтобы удобно вставить, чтобы быть уверенной, что она легла хорошо, что она нигде не загнулась, что нигде ее не повело, чтобы удобненько было потом впоследствии малышу. Обратите внимание, выглядит как будто бы фетровая стелька большего размера, но так как это трикотаж, поэтому в процессе ввязывания трикотаж будет растягиваться и стелечка будет ложиться на свое место. Продолжаю также свободно обвязывать 2 подошвы. А потом, посмотрите как, я беру ее и растягиваю, расправляю. И она уже хорошо ложится на свое место. Вот видите, уже нету такого, что она большего размера, что она выглядывает, что неудобно, что вам приходится с такими определенными усилиями обвязывать подошву. Поэтому я делаю размер в размер. Я провяжу это до конца и покажу, как я прячу остатки пряжи в вязание. Обвязала подошву и остались 2 остатка пряжи. Это вход и выход. Это получается начало и конец. Сначала выведу со стороны подошвы, вот так, расправлю и в рядом стоящую петлю выведу вновь назад. Постараюсь, чтобы захватить только 2 петли. Вот они. Теперь ищу точку, из которой мне можно вывести их вовнутрь. Вот она. Снаружи расправляю все, чтобы было хорошо. 2 остатка пряжи связываю между собой в узел один и закрепляющий контрольный, чтобы вязание не распустилось. И распределяю остатки пряжи между внутренней подошвой и фетровой стелькой. Точки вы можете выбрать сами, как вам удобно. Пряжи отрезаю. Выворачиваю вновь, расправляю подошву, чтобы она была ровненькая. Заправляем шнурок. Расправляем.
И вот она, пара готова. Вот такие ботиночки у меня получились. Вообще для меня эта форма нейтральная. Она может быть так как для девочки, так и для мальчика. Поэтому, выбрав определенный цвет, можно такие ботиночки связать и для девочки, и для мальчика. Украшения по вашему усмотрению. Желаю вам здоровья, хорошего настроения. Не отчаивайтесь, если у вас не получилось изделие или так, как вы хотели. В следующий раз обязательно получится. Дарите с удовольствием, вяжите для своих детей и внуков. Жертвуйте, как мне уже писали, когда детали носят в детские дома, приносят, дарят или своим соседям. До свидания, до следующих встреч.